Şimdi size tavuklu, sarımsaklı pilav yapacağız, havuçlu. Сейчас приготовлю для вас плов с курицей и с чесночком и, в общем, с другими ингредиентами. Очень интересный. Bunun için tavuk eti, tavuk kalça. Так, для этого нам понадобится Ama мясо куриное. istediğinizden yapabilirsiniz. Kemiksiz ama. Kemiksiz. В общем, мясо куриное без костей. 2 bardak pirinç, tuzlu sıcak suda bekletilmiş. 2 стакана 200 миллилитровых риса. Его залили горячей водой, добавили соли, сахара и где-то минут 20 подождали. 2 морковки. 1 küçük soğan. Одна маленькая луковица. 7-8 tane sarımsak. И 7-8 зубчиков чеснока. Pişmiş haşlanmış nohut. Здесь у нас отваренный стакан нута. 2 kaşık sirke. 2 столовые ложки уксуса. Bu sirke sarımsak kokusunu alması için. Для того, чтобы чеснока запах, в общем, исчез, добавляем уксус. Tarçın. Корица нам понадобится. Карабибер. Черный перец. Tuz. Соль. 1 tatlı kaşığı şeker. 1 чайная ложка сахара. Sıvı yağ. Растительное масло. Тереяк. И сливочное масло. Şimdi önce tenceremize biraz sıvı yağ koyuyoruz. Берем такую глубокую сковородку, добавляем растительное масло. Kızsın. Пускай нагреется хорошо. Şimdi tavuklarımızı koyuyoruz. Arzu ederseniz tavukları haşlayabilirsiniz de, haşlayarak da yapabilirsiniz. Сейчас мы будем выкладывать вот так куриное мясо в растительное масло. Если хотите, можете использовать отваренную курицу, то есть уже отварить куриное мясо, и процесс будет немного ускорен. Но мама обычно делает всегда так. Şimdi kızartarak yapacağız. Сейчас будем зажаривать куриное мясо. Havuçlarımızı rendeliyoruz. Натираю на крупной терке морковь. İsterseniz havuçları şu şekilde ince ince de doğranabilir. Если хотите, можно морковь не натирать на крупной терке, а порезать вот так вот тоненько, сразу на пластинки, а потом на такую тоненькую соломку. Так будет интереснее выглядеть. Угу. Soğanımızı ince ince kıyıyoruz. Также очень мелко нарезаю луковицу. Нужно довести куриное мясо до такой золотистой корочки, чтобы оно было красивым. Tavuklarımızın bir yüzü kızardı, çeviriyoruz. С одной стороны куриное мясо уже зажарилось. Смотрите, такая золотистая корочка. Переворачиваем на другую сторону. Şimdi tereyağını koyuyorum. Где-то 2 столовые ложки, даже больше. Добавляю сливочное масло. 2-3 столовые ложки. Kavrulsun diye. И луковицу также сюда забрасываю.
soğanın kavrulmasını bekleyeceğiz. Подождем, пока луковица будет пассероваться. Закрываю крышкой на несколько минут. İyice yıkıyoruz nişastası çıkana kadar. И сейчас хорошо промою рис. Etlerimiz, soğanlarımız kavruldu. Şimdi üstüne havucunu koyuyorum. Мясо уже готово вместе с луковицей. Сейчас добавляю морковку. Не перемешиваю, а просто вот так равномерно одним пластом выкладываю морковь. Nohutumu koyuyorum. Следующий слой идет нут, он же отваренный. Tuzunu koyuyorum. Солю по вкусу. Karabiber, tarçın, şeker koyuyorum. Черный перец, корица и сахар. Pirincini koyuyorum. Промытый хорошо рис добавляю. И вот так тоже равномерно распространяю по всей сковородке и немножко нажимаю. Вот так как бы утрамбовываю чуть-чуть, самую малость. Sirkesini koyuyorum. Выливаю уксус. Sarımsaklarını koyuyorum. Выкладываю чеснок. Ve 2,5 bardak suyunu koyuyorum. И 2,5 стакана горячей воды. Evet, şimdi pilavımızı pişmeye koyuyoruz. И вот так немножко смотрим, чтобы, видите, вода была до уровня риса. Закрываю крышкой и на маленьком огне готовлю до мягкости риса. Kaynadıktan sonra Когда все закипит, gösteririz, altını kısacağız, demlemeye bırakacağız. когда закипит, тогда сделаем огонь поменьше. Pilavımız suyunu çekti, şöyle. Şimdi altını kısıyoruz, o şekilde demlendiriyoruz. Видите, плов уже полностью взял в себя всю жидкость, водичку. Сейчас делаем маленький огонь, накрываем и оставляем, чтобы рис доходил до мягкости. Evet, pilavımız oldu. Suyunu çekti iyice. Вот так проверяем. Воды уже nету абсолютно. Можно Pirincin попробовать. suyunu herkes kendi pirincine, pilavı nasıl yapıyorsa ona göre ayarlar. Çünkü her pirincin su kaldırması farklı. Из-за того, что рис у всех отличается, и марка, и качество риса, поэтому смотрите по воде, то есть у кого-то больше воды нужно, кому-то больше варить нужно, тушить больше нужно, и так, ну, то есть проверяйте на мягкость. Kapatıyorum ve pilavı dinlenmeye alıyorum. Pilavı böyle dinlenmek için sararsanız hem soğumaz hem biraz daha kabarır. Вот так вот укрываем хорошенько в одеяло или в какую-то большую ткань, чтобы рис доготовился, и он еще даже увеличится в размере, поэтому вот так он будет становиться более мягким и тепленьким, в общем-то, будет держаться долго. Так что ждем. Pilavımız şimdi servise hazır. İnşallah dökülmez. И вот какая красотень у нас получилась, посмотрите. Украшаем петрушкой, зеленью, в общем, как хотите, прям настоящий торт. А если наша курица, просто скажу вам честно,
как обычно, для видео получается немножко похуже, нежели когда видео не снимаем. Курица, она скукожилась, то есть жир, видимо, вышел, и она стала такая, или вода, не знаю, и она стала поменьше размером. Обычно мы берем большие куски, и оно прям полностью закрывает вот здесь. Ну, в общем, в любом случае красиво, классно, вкусно, невероятно. Не подумайте то, что корица как-то лишняя здесь будет. Корица это прям самый раз вообще оригинальный и очень вкусно. Так что обязательно готовьте. На этом я заканчиваю. Да, пока-пока. Да, вот здесь Смотрите. мама приготовила обязательно айран к этому всему. Салатик вкусный, свежий. В общем, все, приятного аппетита, всего хорошего. Обязательно приготовьте этот рецепт. Пока-пока.